Всем привет! 22 ноября на лейбле Vertigo Berlin наконец-то вышел новый альбом от проекта Lindemann, который называется Frau and Man. Всего в альбоме 11 треков, но также есть и делюкс-версия. Сразу скажу для тех, кто не в курсе, проект Lindemann приезжает в Россию, причем не только в Питер и в Москву, но и в другие города. Так что обязательно покупайте билеты, потому что они будут, скорее всего, расходиться очень быстро. Ну и, как всегда, по традиции, прежде чем приступать к трекам, давайте посмотрим на обложку. Обложка в черно-белом варианте, она очень смотрится экстравагантно, как обычно. Немножко для меня непонятная, но это Тиль, поэтому меня совершенно ничего не удивляет. Особо сильно я на ней останавливаться не хочу, давайте перейдем к трекам. Я буду называть треки на русском языке. Во-первых, буду вам их переводить, а во-вторых, я не дружу с немецким, как вы знаете, поэтому лучше я просто буду говорить по-русски. Открывается альбом синглом, который называется «Вставай». В этом треке Тиль поет от лица детей, родителями которых являются наркозависимые, и вот эти строчки подтверждают мою мысль. Почему везде черные дыры на руках, на ногах? Мама, встань и снова живи. Я думаю, что все мы понимаем, что это за черные дыры на руках и ногах. Через творчество Тиля можно понять, что его очень сильно волнует судьба детей, растущих в неблагополучных семьях. Например, в треке «Рамштайн Поппи» мы как раз можем наблюдать похожий посыл. Инструментал в этом треке характерный для проекта Lindemann, типичные рифы, простенькие, ударные. Если я буду слышать что-то особенное в инструментале, я вам обязательно об этом скажу. Пока что идем дальше. Далее идет также сингл, который называется «Я не знаю». Честно скажу, что разбирать лирику Тиля для меня всегда было сложно, потому что он пишет очень расплывчато и заставляет вас самим искать какой-то смысл и задумываться. За это я его и люблю. Например, в этом треке лирический герой бесконечно куда-то идет и не осознает, что происходит. Он как будто потерялся во времени и не осознает смысла своего существования. Бесконечная дорога в пустоту. Я так поняла этот трек, напишите, что вы думаете. Далее идет трек, который переводится как «Всеядное существо». Очень много метафор, опять же, каких-то скрытых аллегорий. Это все в духе Тиля. Ждать от него чего-то простого и обыденного не стоит. В этом треке поется о существе, которое поглощает все на своем пути. Возможно, здесь поется о человеческой натуре в целом, потому что люди никогда не бывают довольны, им всегда нужно больше и больше. Возможно, стоит просто посмотреть прямо и понять, что этот текст о людях, которые жрут дофига, потом страдают от ожирения. Можно еще и не просто копнуть, а вырыть целый овраг и вообще увидеть в образе всеядного существа разрушающие и кровоточащие больные для социума темы. Опять-таки, без комментариев самого Тиля очень сложно понять истинный посыл. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете. Далее идет трек, который называется «Кровь». Здесь, вероятно, говорится о каких-то родственных кровных связях, о том, что у нас у всех есть определенные обязанности, ответственность, хотим мы того или нет. Здесь мне очень понравились рифы, да и в целом инструментал. Припев особенно очень классный. Шепот Тиля, который периодически мелькает, тоже добавляет какую-то атмосферность, и очень понравился трек. Думаю, он будет у меня в плейлисте крутиться. И нет, я не буду проводить параллели с Рамштайн. Нет, нет, нет. Далее идет также еще один сингл «Кляп». Если честно, когда я только услышала эту песню, потом еще и почитала лирику, я представляла себе Тиля, который вот сидит у костра с гитаркой и непринужденно поет этот трек. Мне казалось, что это будет такая чисто акустическая какая-то песенка, но потом вот на этом тайминге Тиль просто разрывает, он просто начинает так орать, что я в первый раз реально встрепенулась. Очень яростно, клип вообще, который без цензуры, просто дичайший. Я люблю Тиля за это. Броско, ярко, вызывающе. Касаемо лирики. Тиль поет о том, что все в этом мире слишком сложно, и как было бы прекрасно, если бы все чуток было попроще. Честно, я пыталась связать клип и лирику, понять, о чем же конкретно говорится, но мои попытки тщетны. Выскажу только некоторые предположения. То, что он поет о тяжести жизни, о том, что у каждого есть свое предназначение, это понятно по лирике. Но вот фраза «кляп во рту» я немножко не поняла, и она заставила меня подумать о том, что
Возможно, он говорит о людях, которые постоянно жалуются на свою жизнь, которые постоянно говорят о том, что она очень сложна, и как было бы прекрасно, если бы чуть-чуть все было полегче. Они находятся с этим вот кляпом во рту и не могут ничего сделать. А может быть, это говорится о вот реальной ограниченности людей, которые всегда с кляпом во рту, которые просто никак не могут изменить свою жизнь. Она у них не вращается, не крутится, а просто стоит на одном месте. Опять-таки, это все мои предположения. Я такой человек, который любит очень глубоко копать. И для меня лирика Тиля, она просто превосходна, потому что я могу там находить такие смыслы, которых, возможно, там и нет. Далее идет трек, который называется «Женщина и мужчина», и буквально, не знаю, когда выйдет этот обзор, но вот недавно я видела, что скоро выйдет клип. И этот клип будет с Лободой. Ох, ребята явно хотят срач. Мне будет интересно посмотреть на самом деле. Здесь вся лирика построена на антонимах и контрасте, и в двух словах можно сказать так: противоположности притягиваются. Я, конечно, очень покричала, это круто, потому что трек благодаря этому ай-яй-яй хорошо запоминается, и ты сразу такой прикольный, и начинаешь потом это ай-яй-яй петь как ненормальный. В музыкальном плане, к сожалению, этот трек для меня особо никак не выделился, поэтому идем дальше. Далее идет трек, который называется «Ах, как охотно». Стиль, как всегда, не стал себя ограничивать, ставить себе какие-то рамки, поэтому привет стиль танго с мелькающей балалаечкой. В какие-то моменты инструментал мне вообще напомнил громыку. Кто знает, тот поймет. Я никогда не считаю такие эксперименты неподходящими, потому что это круто, когда альбом без рамок и когда очень много экспериментальных каких-то вещей. Он становится более разнообразным и интересным. Совсем другой вопрос, буду ли я, например, этот трек переслушивать, скорее всего, нет, но под настроение почему бы и нет. На самом деле, если смотреть на лирику, то ты сразу осознаешь, что музыкальное сопровождение просто идеальное. Трек поется от лица бабника, как говорится в песне, который говорит о том, что «Ах, как охотно я целовал женщин». Далее идет один из моих любимых треков на альбоме «Засыпай». Я, конечно, могу сейчас сравнивать проект Линдеман с проектом Рамштайн, но мне очень не хочется, поэтому я буду рассматривать работу без сравнения с рамами. Кто-то говорит, что эти два проекта ничем не отличаются, а я с этим мнением не согласна. Если в Рамштайн у Тиля есть определенные стандарты и рамки, то в его личном проекте он отрывается по полной, и сравнивать их не вижу смысла. Прекрасная мрачная колыбельная — это... в прямом смысле мрачная колыбельная. От пианино здесь у меня просто мурашки по коже. Голос Тиля для меня, конечно, это вообще отдельный вид искусства. Этот трек очень насыщенный, инструментальный, вокальный. Я бы даже подобрала сюда слово «величественный». Короче, мне он очень понравился. Далее идет трек, который называется «Резина». Он на самом деле очень бодренький, и когда я посмотрела лирику, я такая: окей. Это похоже на прямое признание Тиля на страсть к БДСМ-культуре. И эти вздохи, стоны на фоне... Да, это определенно про БДСМ. Останавливаться особо на этом треке я не буду, потому что, он как-то лично для меня прошел мимо, если честно. Далее идет трек, который называется «Номер один». В этом треке очень выделяются сэмплы. Если честно, трек тоже особо не впечатлил, очень такой легкий на подъем, как и в музыкальной части, так и в лирической. Я номер один, да, либо все, либо ничего. Номер один, я в центре внимания. Как я поняла, Тиль, собственно, поет, возможно, о себе, возможно, нет. Вы уж тут как бы сами решаете. Переходим к следующему треку. Начинается он с очень грустной мелодии и завывающего вокала Тиля. Очень сильный контраст после предыдущего трека во всех смыслах. Если в 10-м треке мы слышим бодрый инструментал и лирику, где лирический герой поет о том, что он номер один и вообще такой весь из себя великолепный, успешный мужчина, то в этой песне он чуть ли не плачет, говоря о своей поглощающей грусти вселенского масштаба. Если брать вот эту основную версию альбома, то она заканчивается на такой очень печальной ноте на самом деле, но если мы возьмем делюкс-версию, то нас еще ждет всеми любимый трек «Математик».
И также другая версия, более такая хэви, 7-го трека. Кстати говоря, трек «Математик» мне через какое-то время реально зашел. Под настроение иногда бывает. Что ж, давайте подведем итоги. Я быстренько пробежалась по всем трекам. Если честно, меня этот альбом как-то не зацепил, не запал он мне в душу. Хотя я безумно люблю Тиля, его творчество в «Рамштайне» и вне. Но вот эта работа как-то особо не впечатлила, скажу честно. Но есть, конечно, треки, которые определенно засели в голове. Это вот «Кровь», «Засыпай» и «Кляп». Однако я и не могу сказать, что альбом меня как-то разочаровал. У меня, если честно, не было каких-то завышенных ожиданий, как это было, например, с «Рамштайн». Я просто ждала очередную работу проекта Lindemann. Я знала, что это будет что-то, опять такое вызывающее и броское, но в то же время немножко чувствительное. И я, собственно, не ошиблась. Если сравнивать с первым альбомом, наверное, первый был более бодрый, и там вообще были тексты на английском, что меня очень сильно радовало. Здесь же все на немецком, поэтому подпевать очень сложно. Я люблю Тиля за его открытость к другим жанрам и за отсутствие каких-либо рамок. Его лирика сложна, но при этом проста. Он в какой-то степени вызывающий, но и чувствительный. Альбом контрастов. За 11 треков вы попинаете стену и посмеетесь, и потанцуете, и поплачете. Короче, ощутите весь спектр эмоций. В этой работе нет ограничений. Вы услышите как и тяжелые рифаки, так и плавные глубокие мелодии, исполненные на пианино или скрипке. Как веселящую и зовущую в пляс балалайку, так и неожиданно биты. Но это, конечно, больше в делюкс-версии, но все же. Это Тиль, это проект Lindemann, и я его люблю. Ну что ж, на этом у меня все. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этого альбома, как он вам. Отпишитесь по поводу любимых треков своих. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока!